Так, друзья, первый раз я веду прямой эфир на несколько платформ. Да, вот буду стараться везде читать комментарии, но опять же и Инстаграм, и Телеграм, если опять же эфир идет. Всех рад, хотел сказать, видеть, но не видеть, а читать. Друзья, сегодняшняя тема прямого эфира – это личная жизнь, какие бывают вообще вмешательства, какие воздействия могут быть, опять же, с которыми мы можем столкнуться. И здесь я, опять же, для себя набросал несколько тем, которые я постараюсь раскрыть, а уже дальше мы будем отвечать непосредственно на ваши вопросы. И я постараюсь сделать так, чтобы все это было максимально информативно. Извиняюсь, что немножко отвлекаюсь пока. Сейчас вот я говорю, войду в колею, и мы начнем. Ну, смотрите, первый вопрос, который я хотел бы вообще озвучить, это вообще, что такое порча на отношении, как она вообще в целом проявляется. Как практик могу сказать, что порча на отношения – это очень обобщенное понятие, потому что есть, допустим, те же самые крадники на личную жизнь, когда, допустим, это делается даже в детстве человеку. К примеру, когда там маленькая симпатичная девочка, у которой вся жизнь впереди, и вот появляется там какая-то, я не говорю, что опять же все такие люди, но появляется какая-то, допустим, мамина подружка, которая в какой-то момент, чисто по-человечески начинает завидовать, начинает пытаться отобрать у человека какое-то количество счастья. То есть, смотрите, вообще в целом нужно всегда смотреть, если у вас есть маленькие дети, насколько они проявляют симпатию или, наоборот, антипатию к человеку. Потому что у детей еще подсознание, оно работает, скажем так, более ярко выражено. И если ваш ребенок не хочет контактировать с человеком, если его насильно усаживают там, на коленки и так далее, и там посиди, моя дорогая, моя милая и все остальное, но при этом ребенок сопротивляется, это показатель того, что, скорее всего, опять же, то есть пытаются украсть часть жизненной энергии у малыша, и здесь будьте аккуратны и осторожны. Порча вообще на отношения, опять же, здесь прослеживается несколько моментов. Как это проявляется? Опять же, крадник может быть сделан в юности, когда две подружки, и, допустим, не раз, а такое в практике у меня случалось, когда, допустим, мама одной из подружек занимается какими-то эзотерическими практиками, умеет, скажем так, воздействовать на судьбу человека. И начинаются всевозможные там, крадники делаются обычно, опять же, через одежду, там, а можно я твою кофточку поношу или наоборот что-то дарится. И опять же у человека забирается часть личной жизни и часть собственной удачи. И такие моменты нужно прослеживать, потому что все равно в дальнейшем это сильно сказывается на личную жизнь. Так, вот как раз уже пошли вопросы. Ну да, а сейчас мы это все озвучим. Дальше. Когда человек во взаимоотношениях уже. Я не говорю, что это всегда касается непосредственно то, что делают обязательно женщины. Но женщины, опять же, никого не хочу судить, не хочу ни в коем случае очернять женщин, но, допустим, со стороны мужчин это прослеживается в разы реже, если не сказать, что на порядок. Порча на взаимоотношения, опять же, так называемые рассорки, остуды и все остальное, это, в принципе, примерно одинаковые действия. Допустим, рассмотрим такую ситуацию, когда присутствует некий любовный треугольник. Есть семья, появляется
К примеру, какая-то соперница, которая начинает делать действия на то, чтобы мужчину увести из семьи. И, соответственно, дополнительно делаются действия на то, чтобы, опять же, взаимоотношения в семье ухудшились настолько, что люди еще там, месяц назад жившие, то, что называется душа в душу, начинают ловить себя на мысли, что они раздражают, причем это раздражение, оно обоюдное. То, когда человек, с которым вы, допустим, прожили 20-30 лет в совместной жизни, начинает вас раздражать буквально во всем. Он не так сидит, не так смотрит, не так жует, не так говорит и так далее. Логически, скажем так, причину данных раздражений вы определить не можете. Но какие показатели существуют? Как я уже сказал, взаимная агрессия. Очень часто присутствуют еще проблемы после непосредственно близости. Допустим, возникают у женщин какие-то воспалительные процессы там, и так далее. То есть плюс ко всему прочему у мужчины пропадает вообще желание как таковое непосредственно к жене, с которой он прожил долгое время. Проявления, опять же, во взгляде очень серьезные. Это тогда, когда человек, общаясь с вами, возникает ощущение, что он смотрит сквозь вас. А у человека пропадает всяческая жизненная мотивация. У человека бывает такое, что начинают проявляться какие-то суицидальные мысли, хотя по большому счету это не его мысли. И здесь опять же поднимается вопрос. Огромное количество случаев в моей практике, когда женщина приходит там, или обращается на онлайн-консультацию со слезами на глазах, заявляя мне, что она и не знала, что человек, с которым она там прожила практически всю жизнь, вообще на такое способен. Но я всегда, друзья, опять же, я сам человек семейный, я уже более чем 20 лет в браке, слава богу, в счастливых отношениях. Но я всегда стараюсь, ну, то, что называется, не рубить с плеча. И всегда, если человек дорог, если к нему остались чувства, остались эмоции, я считаю, что нужно по возможности все-таки сохранять отношения, нужно за отношения бороться. И все вот эти факторы, опять же, нужно учитывать. Потому что когда, допустим, вы от собственного мужчины слышите фразу на тему того, что там никогда не любил, там, и прочее, прочее, которые для любой женщины будут очень обидны, нужно учитывать, что по факту говорит не он. По факту в нем говорит то действие, которое непосредственно сделано той самой соперницей. Вот это выражение «приворот» как таковое, если мы берем классическую формулировку приворота, я не могу назвать современные методы воздействия, которые сейчас применяются людьми, чтобы увести человека из семьи, я не могу назвать это классическим приворотом. Приворот – это изначально действие, которое испокон веков озвучивалось следующим образом. Приворот там, доброго молодца, красной девицы, когда не было никаких взаимоотношений. Вот чтобы дать ход этим взаимоотношениям, делается вот этот приворот. Те действия, как сейчас это в современном языке называется, жесть, которая применяется на данный момент, вот, извините меня, как практик я это не могу сформулировать именно как приворот. То есть это очень серьезная привязка, при которой человек становится сам себе не хозяин. То есть даже на вопрос, а у любого привороженного мужчины, все-таки будем давайте называть приворотом, так как уже это все заведено, а у любого привороженного мужчины все равно в какой-то момент он время от времени становится адекватным. Если спросить в тот момент, когда вот к нему здравый смысл вернулся, что тебя туда тянет, какого-то весомого логического ответа от этого человека получить невозможно.
То есть на него накидывается, образно говоря, некий энергетический поводок, там, цепь, назовем это как угодно, за которую тянут. Как это делается? Делается, извините меня за подробности, это нечистая кровь применяется, и мы с вами люди взрослые, я думаю, опять же, каждый поймет вообще, о чем идет речь, и я имею в виду именно женскую физиологию. Делается часто через алкоголь, и в практике у меня достаточно большое количество случаев бывает тогда, когда человек, то, что называется, пьющий, даже не пьющий, а выпивающий по праздникам, абсолютно адекватный себя ведущий после там, выпитого какого-то количества алкоголя, вдруг начинается у него следующее проявление. Он выпивает буквально там 50-100 грамм и становится крайне неадекватным. Он настолько агрессивный, настолько от зверей человек в прямом смысле этого слова. А у меня были случаи в практике, когда один из таких классических примеров приведу. Счастливая семья, муж с женой примерно ровесники, на тот момент порядка 35 лет, и мужу и жене было. И в какой-то момент человек достаточно успешный, человек, имеющий деньги, опять же, как бы всегда причиной, по которой делается какое-то действие, чтобы привязать человека, чаще всего являются деньги. Вот. И опять же, вот здесь было классическое проявление. На тот момент был еще годовалый сын, у них родился общий ребенок. И хотите верьте, друзья, хотите нет, на него делает приворот женщина, которой на тот момент 58, по-моему, лет. Я никого не сужу, но даже внешне вот человек похож вот в прямом смысле слова на Бабу-Ягу. Если сравнить его жену и вот эту женщину, то это, как говорится, небо и земля. Были очень серьезные, я не хочу как бы, опять же, озвучивать те моменты, там, потому что это достаточно близкие мои знакомые, которым, слава богу, мне удалось помочь и сохранить этот брак, хотя временами казалось, что это невозможно сделать. Но были такие проявления, при которых даже у меня возникали сомнения в его адекватности. И в тот момент, когда удалось это снять, он сидел передо мной и заявлял, что такого просто не может быть. И поверьте мне, по его глазам я понимал, что человек не врет. То есть он не играл в какую-то игру, что тут помню, там не помню. То есть вот таким образом все это проявляется. Это классические действия. То есть опаивание, окармливание, опять же, действия, связанные там и делающиеся непосредственно через близость. Дальше начинается уже такая откровенная, назовем это, чернуха. То есть когда уже там, женщина, допустим, которая хочет увести мужчину из семьи, она уже одержима этим процессом и обращается к специалисту, которому по большому счету просто нужно выполнить свою работу. Ему абсолютно то, что называется, все равно, какие будут последствия. Дальше начинаются действия через кладбище, дальше начинаются действия, допустим, когда используют так называемые путы. И эти путы используются. Ну, путы, я думаю, вы тоже знаете. Опять же, не хочу тут нагнетать и, как говорится, негатив какой-то врать. Я просто, поймите правильно, почти 25 лет моей практики, и за это время я видел очень много случаев разного характера. Что такое путы? Путы – это веревки, тряпочки, которыми перевязываются руки и ноги у умершего человека перед тем, как его похоронят. Когда уже непосредственно идет процесс захоронения, эти веревочки развязываются. И дальше, как правило, это, по правилам, по обычаям, это складывается в гроб. Очень часто эти веревочки воруют.
И используя их определенным методом, как раз человек, которого вот как, именно привораживают, опять же, я хотя говорю, что это уже не приворот, у человека такой выбор. Либо он будет принадлежать этой женщине, либо в какой-то момент он просто, скорее всего, к сожалению, уйдет из этой жизни, потому что там уже начинают работать очень серьезные структуры. И поверьте мне, как практику, то есть такие моменты снимать очень тяжело, очень долго. И вообще, мы с вами взрослые люди, и в сказке то, что такое снимается за 5 минут, честно говоря, я не верю. Потому что не раз я сталкивался с таким, и это очень трудоемкий процесс. Огромное количество раз слышал фразу: «А неужели там вот она такая сильная?» Друзья, давайте рассматривать ситуацию с точки зрения того, знаете, как есть выражение «ломать не строить». Вот здесь примерно то же самое. То есть, обладая определенным инструментарием, обладая то, что я называю доступом к телу, то есть непосредственно доступом к мужчине, эта женщина может делать все гораздо проще, нежели, допустим, официальная жена, с которой прервался контакт, с которой на данный момент нету общения. И здесь приходится... Дело даже не в силе, друзья. Дело в регулярности и как раз в том, что вот эта соперница, она находится рядом. Более того, я могу сказать так. То есть, когда человек уходит из семьи, идет очень серьезная подготовительная работа с той стороны. Огромное, опять же, количество случаев, которые озвучивают клиенты. К примеру, человек ушел, переехал, снял квартиру и так далее, и раз в какое-то время начинает навещать детей просто. Человек приходит в гости, в дом, в котором он прожил всю жизнь, в свою семью, приходит, ничего не ест, и часто приходит вплоть до того, что с бутылкой своей воды, с питьевой воды. Почему? Потому что, опять же, из практики могу сказать, что вот эта женщина, чтобы отвести от себя подозрения, начинает все время утверждать, что вот твоя жена на тебя делает, а давай-ка пойдем, у меня есть бабушка, которая тебя посмотрит, и что вот она вообще скажет и так далее. Бабушка сама по себе, опять же, не хочу никого судить, скорее всего, играет в одни ворота, и скажет она вот этому мужчине то, что нужно непосредственно вот этой сопернице. Этот момент тоже нужно учитывать и, скажем так, воспринимать это спокойно, если вы, опять же, боретесь за сохранение собственной семьи. Не нужно пытаться выводить человека на какое-то логическое решение, как часто делается, что вот давай определись, либо я, либо она, потому что любой мужчина в такой ситуации, когда на него сделано такое количество действий, он выстраивает взаимоотношения с тем условием, что не он виноват. Он ищет повод, по которому в дальнейшем он сможет оправдать собственные действия. То есть не я ушел, потому что я такой плохой, а потому что вот мне сказали, меня обидели, меня оскорбили, принизили, мое мужское достоинство и так далее. И поэтому я склонен так себя вести. То есть здесь это очень, скажем так, стратегическое взаимодействие, при котором нужно понимать, что с той стороны уже посчитали этого человека своим. Причем человек как таковой на самом деле он не нужен. Нужны те бонусы, которые идут вместе с этим человеком. И опять же в практике бывают случаи, когда уже просто вытащить ситуацию, то есть развернуть человека, вернуть человека не представляется возможным. Потому что там сделано столько, что уже как раз работает ситуация, что либо ее, либо ничей. То есть все зависит от, скажем так,
уже временных рамок того, когда это произошло. Есть выражение, знаете, вода камень точит. Дальше идем. Тут уже возникают вопросы. Так, друзья, дайте обратную реакцию. Я сейчас как раз посмотрю еще. Отлично. И здесь у нас прямой эфир. Вот. Какие еще проявления есть? Порча на отношения в том числе, она проявляется, допустим, когда мужчина прекратил прошлые отношения, когда, в принципе, допустим, бывшей жене он не был особо нужен, но при этом вот это чувство собственности, оно не дает бывшей жене покоя, и начинаются действия на то, чтобы человек, вот как это обычно это даже в открытую заявляется, что у тебя ничего не получится, ты все равно ко мне там приползешь и так далее. Здесь строится ситуация уже по принципу того, что не столько мне нужен, лишь бы кому-то не достался. В таких случаях у мужчины ничего не складывается в карьере. Опять же, систематические проблемы касаемо личных взаимоотношений, то есть физической близости. И очень часто, опять же, это в том числе сказывается и на физическом состоянии, физическом, именно женском здоровье женщины, которая находится рядом с ним на данный момент. Да, понятно, что я говорю, что бывают соперницы, которые хотят просто увести ради какой-то наживы, а бывают действительно, что люди не сошлись характерами, решили разойтись, но при этом вот один человек всячески пытается ставить палки в колеса другому. И здесь тоже, опять же, множество всяких разных случаев видел, как это вообще все проявляется. То есть вплоть до того, что вот у меня недавно был случай в практике, то есть несколько раз у мужчины, причем человек сам по себе очень жизнерадостный, очень, то, что называется, пробивной, очень инициативный, расстался с бывшей женой, и та ему просто сделала через кладбище. И сделала, сами понимаете, на что. И у него несколько было таких достаточно ярко проявленных именно попыток суицида, к сожалению. То есть, слава богу, что это не увенчалось успехом. Да, то есть, работа была долгая. И в итоге как бы ситуацию удалось развернуть в обратную сторону. Все постепенно наладилось. Касаемо последствий. Какие бывают последствия за подобные действия? Последствия в большинстве своем, если мы говорим о таких вот ярко проявленных вмешательствах, они очень-очень жесткие. Начиная от самых, ну, скажем так, безобидных, когда в какой-то момент, даже прожив какое-то время вместе, появляется новая, допустим, соперница, которая делает еще жестче, еще сильнее и уводит из семьи. И заканчивая последствиями, которые, опять же, уже непосредственно отражаются, допустим, на совместных детях. Отклонения, всевозможные проблемы с детьми. То есть здесь уже как бы работает причинно-следственный закон. И уже просто, вот, как говорится, обратка. Задумываются люди над этим. Друзья, к сожалению, в большинстве случаев нет. Когда человеку временами задаешь вопрос, а ты не боишься, что будет потом? Формулировка, она самая удивительная. Ну так это ж потом. Люди не осознают одного, что завтра это по большому счету уже потом. И кому-то это может прилететь там, через неделю, кому-то через год, а кому-то через 10 лет. Но это все равно все имеет место быть. Третий такой немаловажный фактор – это, опять же, взаимоотношения, допустим, невестки и свекрови. Ни в коем случае не хочу там, обижать свекрови. Свекрови тоже разные бывают. Точно так же, как и тещи, и вообще родственники в целом. Но, опять же, вот из практики могу сказать,
Достаточно большое количество раз ко мне обращались женщины, вот именно мамы женихов, со словами того, что вот я не хочу, чтобы она была рядом с моим сыном. Да, я понимаю, что, опять же, люди, они бывают разные, да, то есть, если мы говорим о невестке. Но когда на самом деле просто диагностируя ситуацию, понимаешь, что вот мама жениха, она просто хочет докопаться до этой невестки. Вот что бы ни делала, я думаю, как бы многие, кто сейчас смотрит этот эфир, со мной согласятся. Вот что ни делай, как не пытайся быть хорошей, все равно хорошей не будешь. Ну, понятно, что я отказываю. И причем я пытаюсь какие-то веские доводы привести на тему того, что вы не боитесь, что следующее будет только хуже. Ответ он тоже достаточно странный на самом деле. И в какой-то момент, глядя на человека, я понимаю, что она все равно своего добьется. Она все равно разведет сына с вот этой невесткой. И в какой-то момент появится новая там, женщина, если появится. Потому что, опять же, сын уже начинает страдать от вот этих вмешательств, от вот этих действий собственной мамы. Очень часто, допустим, у человека жизнь либо трагически обрывается, либо, там, допустим, человек может спиться, там, не реализоваться в жизни и так далее, потому что как бы мама, вмешиваясь вот в эти отношения, она делает следующее. Она как бы это действие оплачивает удачей собственного сына. Вот, поэтому здесь, опять же, как бы, да, бывают такие случаи, когда вот, ну, мама не хочет ни с кем делить своего сына, но все-таки вот, если, не дай бог, у вас возникает такая ситуация в жизни, все-таки хорошо подумайте на тему того, как бы нужно ли вообще это делать, потому что в любом случае это жизнь вашего ребенка, и вы ее за него не проживете. Бывает, опять же, если мы говорим о... Так, я тут вопросы сразу мне команда шлет. Как определить порчу на одиночество? Давайте немножко отвлечемся, да? Порча на одиночество, она определяется очень просто. Как раз тем самым одиночеством. Это не говорит о том, что вокруг вас должно быть тотальное одиночество. Могут быть взаимоотношения, но эти взаимоотношения, они, как правило, продолжаются очень небольшой промежуток времени. Плюс, ко всему прочему, часто попадаются те кандидаты, про которых можно сказать «оторви да выбрось». Вот. И каждое взаимоотношение, они в принципе ну, на 90-95% похожи на предыдущие. Еще такой момент, что тоже очень сильно сказывается на нашей реализации, на нашей личной жизни и всего остального. Очень сильный негативный момент, который тоже очень так негативно сказывается, это те или иные проклятия, допустим, со стороны там, мамы, со стороны бабушки. Это как раз касается личного женского счастья. Допустим, ситуация, да, как это тоже в практике очень часто я встречаю. Мама рожает, то есть женщина рожает ребенка от нелюбимого мужчины. Опять же, тут такой момент, друзья, не будем забывать. То есть все зависит от того, что, к примеру, она либо, с одной стороны, хочет ребенка все равно, даже если она в дальнейшем не будет жить с этим мужчиной. Другой момент, это куда более жесткая ситуация. К примеру, что она по факту не готова к этому ребенку, но она хочет мужчину удержать этим ребенком. И взаимоотношения, мы с вами прекрасно понимаем, что они ну, никакие, назовем это так. То есть и на момент беременности идет такое достаточно сильное непринятие вот этого мужчины, идут обиды, общий эмоциональный фон такой негативно проявленный. И это все, опять же, начинает аккумулироваться в поле ребенка. И в дальнейшем,
То есть этот ребенок, к сожалению, он не желанный. И в дальнейшем это очень сильно препятствует личной жизни, личной реализации, а ко всему прочему, еще часто уже на момент того, когда ребенок родился, когда он начал взрослеть, и следуют всевозможные проклятия со стороны матери, что вот там ничего у тебя не будет. Я не понимаю, по какой причине вообще родители иногда так вообще озвучивают такие фразы собственным детям. Потому что, вот, на мой взгляд, я говорю, там, отец, все-таки любому родителю, наверное, хочется, чтобы его дети были счастливыми, здоровыми, любимыми и реализовали в жизни. Но, опять же, не будем никого судить. Так, тут немножко подошли вопросы. Так, я буду сейчас чуть-чуть отвлекаться, чтобы уже стараться на них. Как определить порчу на одиночество? После прихода одной знакомой остался огарок свечи. Так. Потом появился прыщ на уровне Сватхистаны. Да, сказали, что сделали порчу на одиночество. Огарок свечи, скорее всего, это свеча, взятая в церкви. Извините меня, опять же, за подробности. Потому что такие действия делаются. И, скорее всего, это взято с алтаря, где ставится за упокой. Как снять? Это все очень индивидуально. Друзья, я сейчас не могу вам дать какие-то вот инструкции, которые будут работать касаемо любого проявления, потому что негатив, он тоже бывает разный. Да? То есть, и вообще в целом я не очень люблю комментировать какие-то ситуации, особенно серьезные ситуации в жизни людей, когда я не вижу и эту ситуацию, я не диагностировал эту ситуацию. Если вот мы берем какие-то там гадания на тему того, что вот скажите про меня, я такая-то, такая-то, но это все равно, что, в моем понимании, знаете, как человек позвонит хирургу, скажет: доктор, вот мне нужна операция. Ну, как бы доктор даст ему какие-то весомые комментарии, которые смогут в дальнейшем использоваться, если доктор не проводил осмотр, если он не знает диагноза, все остальное. Поэтому здесь все очень индивидуально. Но свеча, опять же, все вот это так оно и есть. Вообще подобные вещи, они, ну, как правило, не делаются на то, чтобы у человека там была удача. Делается всегда, чтобы эту удачу отобрать. А места, на которые, опять же, я имею в виду на наше жилище, наш быт и все остальное. Ни в коем случае, друзья, и это, ну, это мое мнение, опять же, я его не навязываю. Ни в коем случае нельзя давать доступ людям, которые приходят к вам в гости, особенно тем людям, которые, скажем так, в намерениях которых вы сомневаетесь, не давайте доступ в спальню. Супружеское ложе, оно должно, опять же, охраняться, и посторонние люди ни в коем случае не должны заходить в спальню. И тем более, допустим, когда там человек мало того, что зашел, и вот он и посидел на кровати, и полежал на кровати, а бывает такое, что, допустим, какая-то знакомая родственница живет какое-то время в гостях, и после чего находит перья в подушках, причем перья, да, понятно, что бывают перьевые подушки, пуховые подушки, но, согласитесь, очень странно найти, допустим, там воронье перо или голубиное перо в подушке, которая набита гусиным пухом. Вот. Такие проявления бывают. Часто режутся простыни, к примеру. Часто в матрас засовываются там те же иголки, там пучки волос и так далее. Часто на белье делают, когда дарят на свадьбу, чтобы развести людей. Поэтому здесь все очень и очень
индивидуально. Так. Друзья, дайте обратную реакцию. Чтобы избавиться от бывшего, нам нужно встретить нового. Ну, согласен, но все зависит от того, какие, опять же, взаимоотношения были. И бывший ведь тоже мог уйти не по собственной воле, а как я уже сказал, что делается обычно, кроме того, что делается на мужчину, делается еще и на женщину. Как нейтрализовать проклятие матери? У меня тотальное одиночество. Ну, во-первых, это нужно снимать, а во-вторых, когда вот мать проклинает, я прекрасно понимаю эмоции вообще людей, у которых это происходит, очень серьезные обиды. И, в принципе, на самом деле эти обиды с точки зрения вообще человеческих взаимоотношений, они оправданы. Проблема, друзья, в том, что эти обиды, они как раз являются корнем вот того самого проклятия, которое присутствует в энергетике и ломает дальнейшую жизнь человека. И когда обида отпускается, опять же, и опять же, поймите меня правильно, это я говорю не для того, чтобы наладить взаимоотношения, допустим, с мамой, да, потому что бывают случаи такие, опять же, в жизни, что это просто невозможно. Но, по крайней мере, когда вы отпускаете обиды, вот тогда есть вот эта возможность уже остатки вот этого негатива снять и наладить уже непосредственно личную жизнь. Да, вот здесь поддерживают мое мнение. Так, двигаемся дальше. Порча на продолжение рода. Почему после бывшего никто не задерживается? Ну, во-первых, самый основной продукт, хотя, наверное, про детей нельзя так говорить, что продукт, но все же, совместных отношений – это как раз появление общих совместных детей. Здесь немаловажный фактор. Часто, опять же, то есть мы любим очень часто жить по некому бизнес-плану, когда там, сначала карьера, потом взаимоотношения, потом вроде как если человек устроил, то уже родили совместных детей. Да, друзья, это все хорошо, это как бы, мы живем в современном мире, мы не живем в первобытном обществе, но, вы знаете, есть одна такая блокировка, которую я не раз замечал в жизни, когда люди, как бы достигая каких-то жизненных вершин, вот они в процессе находятся, и они откладывают детей, скажем так, на потом. И в какой-то момент возникает ситуация, при которой возможность уже рождения ребенка, она падает практически до нуля. Причем очень часто каких-то физических отклонений, физических показателей нет. Лично мое мнение, что детей дает Вселенная, высшие силы, назвать можно как угодно. И опять же, если взаимоотношения, скажем так, хорошие, если все устраивает, не нужно пытаться, тормозить этот процесс. Я не говорю о том, что вы не должны заботиться о собственном будущем, о будущем собственных детей. Я говорю о том, что если есть любовь, если есть понимание между людьми, и если дети желанные, то Вселенная способствует тому, что она как бы выдает, выражаясь современным языком, дополнительные бонусы к тому, что появляется какой-то дополнительный заработок у родителей, какое-то движение вперед, потому что высшие силы Вселенной, они дополнительно начинают заботиться, в том числе и о том маленьком человечке, который должен скоро появиться на свет.
Поэтому здесь я говорю, что самое главное, дети должны быть желанными. И вот лично мое мнение, хотя, честно говоря, там, признаюсь, в молодости я тоже был, скажем так, более категорично настроен, но, опять же, с опытом я, ну, скажем так, сумел у высших сил попросить прощения за это. Очень нехорошо, когда люди начинают конфликтовать, допустим, в паре по причине того, что ребенок должен родиться не того пола, которого они рассчитывали. Да? То есть, допустим, хотели мальчика, там, в утробе девочка, ну и так далее. Почему это нельзя делать? Потому что идет сопротивление и отторжение вообще ребенку. Всегда привожу простой пример людям. Вот представьте, что вас во взрослом уже возрасте позвали на какое-то мероприятие, причем позвали за 9 месяцев до этого мероприятия. Вы готовитесь, подбираете подарок, понимаете, что это очень важное мероприятие в вашей жизни. В тот момент, когда вы приходите на это мероприятие, вам заявляют в открытую, что вас никто не ждал, а ждали другого человека. Но я думаю, что каждый, кто сейчас смотрит это видео и представит такую ситуацию, я думаю, каждому то, что называется, до слез будет обидно. Это вот, друзья, как раз на тему того, почему нельзя противиться полу ребенка. Неважно, мальчик, девочка. Самое главное, чтобы ребенок был счастливый. Так. Давайте я попробую еще в Инстаграме комментарии. Подскажите, если мужчина, с кем встречаюсь, не воспринимает мой дар, вот как быть в таком случае? Хотя все сбылось, о чем говорил. Но на самом деле воспринимается это нейтрально. Как бы, возможно, человек скептически к этому относится. А заставлять кого-то во что-то верить смысла нет никакого. Рассталась с мужчиной, но теперь, если знакомлюсь с другими или подумаю о ком-либо, начинает болеть низ живота. Какая-то тревожность появляется. Что это значит? А здесь вполне возможно такое, что, допустим, человек делал действие, это как раз вот то, что называется исключение из правил, делал действие, в том числе, возможно, он хотел вас привязать, либо потом в какой-то момент, допустим, если вы некрасиво там расстались с ним, просто решил отомстить. То есть, если низ живота, это, опять же, основная корневая наша чакра, выживание, там, ну и плюс вторая чакра сексуальная, это говорит о привязке. Так, двигаемся дальше, друзья. Смотрите, еще такой момент, о котором, я считаю, нужно сегодня поговорить. Да, понятно, что есть там привязки, есть все остальное, есть те или иные магические действия. Но есть, опять же, наша работа подсознания. Вообще, в целом, давайте, друзья, я попробую поделиться небольшими инсайтами. Допустим, когда женщина вот озабочена вопросом личной жизни, и когда она именно не живет, а существует в ожидании как раз вот какого-то, то, что называется, принца на белом коне, который вот-вот должен появиться, и вот в таком случае она наконец-то начнется ее жизнь. А давайте теперь просто проанализируем. То есть человек находится на данный момент в минусовом ресурсе. И, соответственно, то есть мы все притягиваем те или иные события на уровне собственной энергетики, на уровне собственного подсознания. Теперь давайте подумаем на тему того, кого вот эта женщина может притянуть в таком минусовом состоянии. То есть, скорее всего, рядом с ней появится тот человек, который будет играть роль некого энергетического падальщика, назовем это так.
он не появится в ее жизни с задачей построить тихий, комфортный, уютный совместный быт. Он появится в ее жизни желанием просто энергетически ее окончательно, ну, как бы выдаить, скажу так. Поэтому все равно, чтобы привлечь в свою жизнь человека, который действительно будет играть положительную роль в вашей жизни, на которого можно, опять же, положиться, которому можно довериться и с которым вы будете там проживать, допустим, свою жизнь до конца ее дней, нужно быть в определенном ресурсе. Невозможно, знаете, это образный пример приведу, то есть если, грубо говоря, комната вся пыльная, грязная, там, ну, в ней давно не прибирались, и вы зайдете туда в белой одежде, эта одежда долго белой не будет. То же самое с нашей энергетикой. То есть нужно всегда смотреть. Да, бывают случаи, когда есть энергетическое, магическое вмешательство. Но и бывают случаи когда, допустим, это наработанная ситуация там, за несколько поколений. К примеру, у мамы не ладилась личная жизнь, у бабушки не ладилась личная жизнь, там, вплоть до того, что у прабабушки не ладилась личная жизнь. И здесь, опять же, несколько вариантов. Возможно, сделанная ситуация, что часто бывает. Но, возможно, это общий такой семейный эгрегор, в котором накопилась информация, что мужчинам доверять нельзя. Что от мужчин следует только предательство. И, допустим, к примеру, это началось с прабабушки. Она заложила фундамент, этот энергетический и информационный, в поле рода и дальнейших поколений. И каждая неудача в личной жизни, она, образно говоря, выстраивала на этом фундаменте очередной этаж. И вот эта родовая связь, это уже не с точки зрения эзотерики, это с точки зрения проработки родовых программ и всего остального. Она должна быть изменена. Причем здесь есть определенное количество нюансов, они в любом случае не перестанут. То есть если мы берем ситуацию, допустим, от нынешнего поколения женщин, изменить возможно, как правило, уже там ситуацию в жизни мамы, бабушки, тем более, уже изменить невозможно. И причем эти мама и бабушка, они не перестанут быть родственниками. С ними невозможно разорвать кровную энергетическую связь. Но просто нужно развернуть как бы ситуацию. Я сейчас не буду в нюансах все это озвучивать и объяснять. Нужно развернуть ситуацию таким образом, чтобы начался новый виток развития и именно положительного движения вот этого рода. Если с бывшим рассталась очень давно, а с другим человеком не могу встречаться, разовые встречи и все. Я говорю, что возможно привязка, возможно вы энергетически были зависимы от человека. К примеру, когда человек является деспотом и пребывая, я не буду сейчас утверждать, не диагностирую вашу ситуацию, просто опять же озвучиваю случаи из практики. Допустим, когда человек деспот и является то, что называется энергетическим вампиром. Да, с одной стороны, вам тяжело, сложно, вы там всеми фибрами души ненавидите эту ситуацию, вы хотите как можно быстрее ее закончить и так далее. Но пребывая какое-то время, вы впадаете в некую энергетическую зависимость. И в тот момент, когда отношения заканчиваются, возникает очень непонятное чувство следующего характера. Вот вы вроде понимаете, что как бы ничего логически к этому человеку вас не тянет. Мало того, что ничего кроме обид, упреков и, скажем так, ненависти по отношению к нему нету. Но при этом мысли о нем из вашей головы не уходят. То есть это именно энергетическая связь, которую тоже нужно разрывать. Второй момент. Несколько случаев у меня было в практике, когда, к примеру, то есть вот женщина, к сожалению, овдовела.
но на протяжении 10 лет у нее не складывается личная жизнь. У меня были случаи, когда вот, на офлайн приеме ко мне вот пришла такая клиентка, я не видел образа души, но я чувствовал, вот, что рядом с ней находится еще кто-то. Ну, как бы, ну, неописуемое чувство с точки зрения обычного человека. Вот. Я задал там пару вопросов. Оказалось так, что достаточно давно, вот как раз там около 10 лет назад, ушел из жизни муж. А муж был сам по себе человеком достаточно жестким, собственником. И, ну, как бы он диктовал условия вообще там, жизни собственной семьи и все остальное. И очень ревнивый ко всему прочему был. И здесь просто вот душа этого человека, вот этого мужа, она была против, чтобы у нее строились какие-либо взаимоотношения. Там сделали определенные действия, опять же, там она просто его попросила ее отпустить и так далее. Через 1,5 года у нее как бы состоялась свадьба. Вот так это работает. Я попросил у своего отца, умершего, дай мне мужчину, чтобы нам было интересно. Ни лысого, ни старше меня, ни ниже ростом. Итог: лысый, старше меня, 1 метр с кепкой в прыжке. Ну, видимо, Вселенная посчитала, что нужен именно такой. Друзья, задавайте вопросы. Сейчас я пока Инстаграм посмотрю. Я прошу прощения, что не на все вопросы успеваю отвечать. Ушла от мужчины, 36 лет, мне уже 59, и так никого у меня не было. Ольга, я не лезу в вашу жизнь, но, скорее всего, это очень серьезные обиды. Знаете, когда вот отношения не устраивают от слова совсем, и когда женщина, у нее вот срабатывает такой некий уже подсознательный предохранитель, что сейчас два варианта, да, то есть либо я уйду, либо он меня окончательно сожрет. Вот. Человек уходит, но внутреннего доверия в дальнейшем к противоположному полу нету никакого, и часто очень такой серьезный блок стоит на тему того, что сейчас вот встречу, а вдруг он будет такой же, и вот с одной стороны вроде как хочу личных отношений, с другой стороны настолько их сильно боюсь, что лучше их не иметь. Так, давайте еще посмотрим. Я промотаю немножко наверх, чтобы, возможно, что-то упустил. Так, отлично. Друзья, задаем вопросы. Я пока еще свою тут напоминалочку посмотрю, еще какие темы. Да, еще касаемо приворотов, да, опять же, немножко продолжу тему. Допустим, когда мне задают вопрос, там, а вот там, я не хочу никаких приворотов делать там, на мужа. С одной стороны, человек хочет, то есть женщина хочет, допустим, мужа вернуть в семью. С другой стороны, почему-то, опять же, вот есть такое ошибочное, на мой взгляд, мнение, что вот там привороты. Друзья, это не привороты. Это называется, другим словом, это называется возврат. В тот момент, чаще всего, когда вы начали эти отношения, скорее всего, как бы вы, чаще всего оба были, как в той поговорке, гол как сокол.
вместе всего добивались, вместе там проходили через жизненные сложности, трудности, вместе растили детей. И опять же, это даже никакой не эгоизм, но вот лично мое мнение, а почему от этого нужно отказываться? Вот просто как бы, да, есть желание все это, как говорится, рубануть с плеча, сжечь мосты, начать все заново. Но по факту, если по сей день присутствуют эмоции, присутствует вот это состояние души под названием любовь, а любовь это состояние души, это не страсть, которая имеет свойство угасать через определенное количество лет. Да? То есть у людей, которые прожили вместе 30 лет, той страсти, которая была у них на момент начала отношений, ее по определению быть не может. Да? Но при всем при этом они все равно взаимодействуют, они все равно любят друг друга, и даже при этом вмешательстве вот это чувство, вот это состояние энергетическое, его как бы выкорчевать от той самой соперницы полностью нельзя. И когда я беру человека в работу, да, то есть вот я провожу консультацию и принимаю решение, буду я работать по этой ситуации или не буду, я задаю всегда человеку два вопроса. Первое. Готова ли женщина, неважно, мужчина, начать, хотя бы попробовать начать проживать свою жизнь без вот этой чрезмерной зацепки по отношению там, к любимому мужчине. Потому что когда мы чрезмерно за что-то цепляемся, мы перестаем владеть ситуацией. Ситуация начинает владеть нами. У нас у каждого своя жизнь. А когда, допустим, жена цепляется за мужа, она на энергетическом уровне, на подсознательном уровне пытается как бы часть его жизни прожить за него. Это не говорит о том, что не нужно друг о друге заботиться, другу проявлять какие-то теплые чувства. Это говорит о том, что если вам Вселенная на момент вашего появления на свет дала вашу жизнь, то она рассчитывала на то, что вы будете жить ее. Если сравнивать с автомобилем, извините меня за банальный пример, вот у вас есть свой автомобиль, у мужа свой автомобиль. Вы можете ехать в одном направлении, но не нужно пытаться все время пересесть в его автомобиль. Возможно, сложно объясняю, но общий смысл, я думаю, вам понятен. И второй момент. Я задаю еще один вопрос. Готов ли человек попробовать отпустить обиды? То есть, если в дальнейшем мы предполагаем, что произойдет восстановление отношений, будет ли муж, который вернулся в семью, являться внешним раздражителем? Если женщина желает его вернуть, отталкиваясь от каких-то внешних факторов, совместный быт, там общее имущество, совместные дети, что-то еще, но при этом она будет его просто терпеть, и по факту он будет являться как раз внешним раздражителем, скорее всего, я откажу. Знаете почему? Потому что, пребывая долгое время в таком состоянии, есть очень большой риск того, что она себя просто энергетически съест. Постоянный вот этот раздражитель, он приведет к тому, что уже включится в том числе и психосоматика. Это проблема по-женски, это проблема с щитовидкой в том числе, потому что щитовидка, если мы берем причинно-следственные связи и ту же самую психосоматику, это, образно говоря, ком в горле. Ком в горле, состоящий из тех обид, которые человек уже просто не может проглотить по причине того, что у него внутри такое количество этих обид, что их просто девать некуда. Вот поэтому здесь всегда я в своей практике я считаю нужным и необходимым совмещать несколько моментов. Да? Понятно, что есть действие, допустим, вмешательство, прямое вмешательство в жизнь семьи. Но есть еще и причинно-следственные связи, законы Вселенной и все остальное. Так, Роман, у меня нет детей, но племянника чувствую как своего родного сына, также и сестру родную.
Так, ускакало сообщение. Ее я тогда воспитывал. Может ли быть такое, что это мои кармические дети? Вполне может быть. Знаете, Оксан, здесь немножко по-другому. Я назову это даже, знаете, как не кармические дети. Вообще, опять же, да, то есть в чем заключается вот секрет самых счастливых браков. Хотя, как есть выражение, браком хорошее дело не назовут, но все-таки, да, то есть счастливого супружества. Когда люди встречают друг друга на уровне родственных душ. Родственная душа, друзья мои, вот за много лет своей практики, она приобрела у меня вот следующее описание. Родственная душа это не говорит о том, что вы в прошлой жизни были там, я не знаю, бабушкой и внучкой. Это сравнимо с одноклассниками. Позволю себе немножко отвлечься, чтобы вот у вас было понимание. То есть, грубо говоря, вы находитесь на одной ступени душевного именно развития. Банальный пример, да, чтобы, опять же, мне не быть голословным. К примеру, два брата, погодки, от одних и тех же родителей. Одно и то же самое воспитание. Один уровень условий жизни. Один растет примерным семьянином, реализуется в жизни. Второй, допустим, всю жизнь мается, там какие-то лишения у него происходят и прочее. Почему, казалось бы, да, то есть если мы понимаем вопрос вообще генофонда, то он одинаковый. Уровень развития, уровень воспитания, уровень жизни один и тот же. А почему и вот так? А потому что как бы уровень развития души, он разный. То знаете, вот все-таки я придерживаюсь теории того, что вот лично мое мнение, опять же, никому его не навязываю, что мы живем там на этой земле, может еще в каких-то там других мирах, там на других землях, назовем это так, не одну жизнь. И каждая новая жизнь это некая такая школа жизненная, которая должна быть впитана нашим подсознанием. Ведь один из этих братьев, про которых я говорил, понимает, что там вот вести себя так не нужно, а другой это воспринимает как должное. Почему? Потому что вот, я не буду это утверждать, я просто предполагаю. Один прожил, допустим, там, 10 жизней, к примеру, да, там, 10 реинкарнаций произошло у этой души, а у другого это, допустим, 2 реинкарнации. И приобретенный опыт, он разный. Если мы берем вопрос там, того же регрессивного гипноза, все остальное, есть, опять же, как бы подтвержденные документальные факты, что человеческое подсознание обладает огромным количеством информации. Возникает вопрос, почему эта информация после 3-летнего возраста обычно она блокируется. Вот, как правило, когда ребенок перешагивает возраст 3 года, вся эта информация, она как бы присутствует, но она заблокирована. Там, с помощью той же регрессии и всего остального эту информацию можно достать. А потому что я вот, ну я вообще люблю поразмышлять на тему жизни, я считаю, что это, знаете, как своего рода некая, вот у нас в школе была там зубрежка таблицы умножения. То есть все вот эти жизненные обстоятельства, они даются к тому, чтобы уже вот на автомате, как мама там для проверки разбудила в 2 часа ночи, сколько будет там 7,8. И сразу говорит, что 56. Вот здесь то же самое. И вот когда такие люди, именно то, что называется душевные одноклассники, назову это так, встречаются, вот как правило, как раз и создается ситуация, и я очень уважаю эту поговорку, которая гласит следующее. Любовь это не когда друг на друга смотрит, а когда смотрит в одну сторону. Я полностью с этим согласен. Если знакомый отдал свой костюм покойнику для захоронения, что делать? Я не хочу нагнетать, и как бы это не тема сегодняшнего эфира, но
нельзя такие вещи делать. То есть вообще это, это нехорошая ситуация. Так. У меня сноха на сына что-то магичит. Отвернул от родителей. Даже его отвернул от собственного сына. Разговариваешь с сыном, что со стеной. Слушает во всем ее, своего мнения не имеет. Да, знаете, Надежда, здесь такое тоже имеет место быть. И бывают женщины, которые... У меня вот тоже сейчас в работе ситуация похожая, опять же. Не буду всех нюансов озвучивать, потому что я говорю, что то, что обсуждается на моих консультациях, обычно не распространяется. Но в общих чертах ситуация следующая. То есть сноха сумела сделать так, что человек, вот этот мужчина, не просто отрицает родителей. Начинаются всевозможные упреки, причем они такие достаточно странные. К примеру, там, а вот вы помните, 8 лет вы мне там какую-то там машинку не купили и так далее. То есть это, опять же, делается именно рассорка. Рассорку можно сделать на, допустим, супругов, а можно рассорить точно так же человека с его семьей, с его близкими. И чтобы, для чего это делается? Для того, чтобы полностью управлять этим человеком. То есть, чтобы из человека сделать удобное. Удобного человека, даже не человека, знаете, как, ну, наверное, на уровне слуги какого-то. То есть, и то есть здесь нужно смотреть то, какими методами она это делает. Причем часто бывает такое, что, опять же, там изначально все были за, когда они просто встречались, а в тот момент, когда она, такая сноха становится официальной женой, все, то есть как раз человек проявляет всячески свое нутро. Так, друзья. Так, еще вопрос. Мы так со своим бывшим расстались резко после праздника, просто сказал. Так, неудобно читать. Я тебя разлюбил. Я просто ушла, прекратила общение. Через неделю с ним произошло несчастье. Сломал ноги. Порча. Ирина, опять же, не буду утверждать, но смотрите, как бы два момента, да. Либо там кто-то жестко делал, чтобы его увести, это раз. Либо второй момент, ну, скажем так, прилетела обратка, к примеру, что человек, допустим, проявлял там исключительно потребительское отношение к вам. И там при всей, допустим, вашей искренности он это не ценил, пытался там то, что называется, докопаться до чего угодно. И в какой-то момент, вот это, когда это уже превысило допустимые нормы, допустимый рубеж, как бы он получил возвратку. Почему получил именно тогда, когда, допустим, он ушел от вас? Скорее всего, как раз по причине того, что вас рядом не было, вам это никоим образом не угрожало. Я не к тому, что, опять же, там позлорадствовать, что-то еще нет. Опять же, это нехорошая ситуация, но такое бывает, что человек в какой-то момент там, по собственной воле, и действительно бывает, там, решил все разрушить, меня ничего не устраивает, знаете, как выражение «от добра добра не ищут». И даже он не ушел к какой-то сопернице, он просто ушел, потому что как бы посчитал, что вот он такой весь великий и могучий, но опять же это его дело. И у человека начинает все сыпаться. А сыпаться начинает по причине того, что ему изначально Вселенная давала все вот эти жизненные бонусы ради людей, которые
находится рядом. Этот момент тоже нужно учитывать. Это нужно учитывать и мужчинам, и женщинам. И если, опять же, вот во взаимоотношениях есть как бы такие моменты, когда мужчина является добытчиком, там, женщина, к примеру, жена сидит дома и при этом занимается хозяйством, бытом и так далее, и вот идут постоянные упреки, что я, там, ну и так далее. А в итоге, если посмотреть на ситуацию, скорее всего, он сам запретил ей работать, это раз. А во-вторых, он должен учитывать, что вот то, что дается им, это дается как бы на... Вернее, не им, а ему. Это дается на всех. Это не то, что он заслужил только один. Вот. Я извиняюсь, тут за окном газонокосилка, поэтому тут, возможно, чуть по звуку будет слышно. Как снять самой с себя программу типа если и не... Так, Людмила, я не до конца понял ваш вопрос. Самое интересное, что его мать говорит, я на него колдую, поэтому ноги сломал. Да и я больше могу сказать. Скорее всего, мать, я не утверждаю это ни в коем случае, не пытаюсь кого-то обвинить, но, скорее всего, его мать как раз сама, наверное, и колдует. Когда-то в школе одноклассница сказала, что у тебя нежная кожа на лице, и после начались проблемы с лицом долгое время. Крадник, классический крадник. Опять же, скорее всего, это одноклассница еще вас там погладила по щеке и так далее. То есть, смотрите, если делаются такие действия, вообще я не очень люблю какие-то тактильные контакты с малознакомыми людьми. Но если вас пытаются потрогать, схватить за определенный энергетический центр, да, то есть вот спина, тыльная сторона нашего тела, голова, там, когда ой, какие у тебя хорошие волосы, вот начинают гладить. С вероятностью 50% крадник. И поэтому просто умейте сказать там, слушай, не трогай меня, мне неприятно. Это будет куда правильнее, чем там, ну а вдруг обо мне что-то скажут. Здравствуйте, мне 40 лет, счастья в личной жизни нет, детей нет, брату 37 лет, тоже женатый, без детей. Оба внешне симпатичные, со мной знакомиться, с братом тоже. Может, негатив на обоих. Да, Снежан, и скорее всего, эта ситуация связана с моментом того, когда ваши родители начали отношения. Возможно, я не буду сейчас утверждать, нужно смотреть по ситуации. Возможно, там, допустим, у отца была еще какая-то там кандидатура, и эта женщина просто вот озлобилась, и в какой-то момент она сделала определенные действия. То есть делается это, смотрите как, делается это на соперницу, которая, как кажется, там увела мужчину, чтобы там ей пусто было. Но это не всегда срабатывает, допустим, на соперницу, особенно тогда, когда уже она беременна. Это чаще работает непосредственно на детей. Наталья, ваш вопрос. Пробыла в браке почти 32 года, 2 сына, уже 12 лет, как я сама с мужем развелась. Жизнь семейную сделала невыносимой. Было ли магическое воздействие или соперница? Не могу утверждать, но я говорю, что, знаете, если как бы давать какую-то конкретику, нужно всегда диагностировать ситуацию. Сказать абы что наобум я не люблю. Но, смотрите, нужно смотреть по проявлениям человека.
часто бывает такое, опять же, ну вот озвучу, особенно для женщин, не с точки зрения, опять же, даже эзотерика, а с точки зрения вот мужской психологии и всего остального. У меня есть несколько близких знакомых, у которых есть, по большому счету, как я это люблю шутить, дурная привычка жениться. Вот один из моих таких близких знакомых, я не помню, сейчас уже то ли шестой, то ли пятый раз женат. То есть вот у него человек сам по себе ходок, как это в народе называется, но при этом он вот считает, что каждый раз это нужно все официально оформить. Сказать, что как-то жизнь, я просто люблю с ним на эту тему временами пообщаться, сказать, что как-то жизнь его вот кардинально с кем-то из этих женщин поменялась, нет. То есть, как он сказал, в принципе, говорит, там после какого-то определенного периода все одно и то же. Но с точки зрения мужчины, да, не дай бог, чтобы там в вашей жизни были какие-то вот ситуации, связанные с соперницей и так далее. Но поймите одно, здесь опять же, понимаете, если мы берем психологию, ну вот сидит мужик и думает, так, вот есть у меня сейчас она, такая вот на данный момент добрая, ласковая и пушистая, на все согласная, а есть жена, которая как Мегера ходит вокруг меня со сковородкой и пытается мне этой сковородкой промеж глаз зарядить. Кого выбрать? Конечно же, ее, да? Здесь, дорогие женщины, нужно быть немножко хитрее. Если вам важны ваши отношения, если вы по-прежнему любите этого человека, нужно быть стратегом. Вы учтите одно, что любые проявления, вот такие жесткие на тему того, что сейчас я вот ему дам как раз этой сковородкой, и он как раз может хоть одумается. Нет, они с той стороны дополнительно как бы получат подтверждение, вот видишь, там, Васенька, я же тебе говорила, какая она там Мегера, сволочь такая. Нет, это стратегический процесс, при котором нужно просчитывать определенное количество шагов наперед. Но поверьте мне, как бы из общего количества, если мы берем именно вот ситуации, связанные с личной жизнью, понятно, что как бы за 20 с лишним лет я имею там определенную статистику и так далее. Из своей практики я могу сказать, что где-то порядка 75% от общего количества при грамотной работе по поводу этой ситуации, они решаемы. Да, как бы, если я берусь за вмешательство в такую ситуацию, я не говорю, что я вот щелкну пальцем, и все выстроится в течение 5 минут, и вот оно, всеобщее счастье. Нет, то есть все очень индивидуально. Но самый основной момент, я говорю, что если вы столкнулись с таким, учитывайте, что на данный момент ваш мужчина сам себе не хозяин. И в том числе и ваши проявления. Это касаемо там отсутствия вкуса жизни. Я просто более мягко скажу, по-другому это называется на самом деле, но я просто скажу более мягко. Отсутствие вкуса жизни, потеря красок жизни, отсутствие вообще каких-либо желаний, это скорее всего не ваши желания, не ваши эмоции. Это сделанное. И здесь это тоже просто нужно учитывать. То же самое, делали всегда комплименты, но после я увидел, на лице появились пятна. Это крадник, да, крадник на красоту. Как вылечить лицо после крадника? Ну, медицину, опять же, никто не отменял, но, опять же, энергетическую чистку, ну, найдите специалиста, обратитесь, постарайтесь это снять. Здравствуйте, Роман. У меня вопрос. Я развелся еще в 1995 году. С тех пор я один. Могла ли она что-то сделать?
Юрий, да, могла. И опять же, то есть тут такой момент. Часто люди уходят, делаются на вещи. Ну вот не так давно тоже я отвечал в сегодняшнем эфире на вопрос того, что отдали костюм. Человек, я так понимаю, живой человек отдал свой костюм для похорон там какого-то, я не знаю, родственника или знакомого, тут не было указано. Очень, как бы, ну, опрометчивый поступок, на мой взгляд. Опять же, я просто не хочу никого судить. А здесь, особенно, когда остаются какие-то вещи и прочее, часто бывает такое, что просто даже не хотят вернуть. Хотят просто элементарно отомстить. А как я уже говорил, ломать не строить и просто берут там точно так же там, на похороны отдали, либо еще определенные действия. Не хочу, друзья, нагнетать, но это имеет место быть. Либо второй момент, тоже что делается в отместку, так называемое черное венчание. Это можно сделать и на мужчину, и на женщину. Делается это следующим образом. Вкратце объясню, чтобы, опять же, ну, грубо говоря, какой-то инструментарий злым людям не давать. Это делается через кладбище, через неупокоенную душу. И когда рядом с человеком как бы появляется именно вот душа, которая, ну, для мужчины это такую жену, грубо говоря, делают. Для женщины, соответственно, муж такой будет. То есть чаще всего неупокоенная душа – это душа самоубийц. Друзья, нормально, не гружу я вас? Так, ну давайте еще, наверное, парочку вопросов. Здесь вроде я все свои напоминалочки вроде озвучил. Как распознать крадник на отношения? Мой мужчина в последний год стал очень агрессивен. Меняется поведение и отношение ко мне очень резко с положительного на крайне негативное и агрессивное. Юль, ну тут смотрите, тут не обязательно может быть крадник. Здесь в том числе может быть просто та же самая рассорка, остуда. Вот. Либо второй момент, а такие случаи в практике тоже бывают. Опять же, друзья, не хочу там вас ни с кем, как говорится, рассорить, но вы не представляете, сколько раз за свою практику я слышал от женщин, от девушек фразу: «Роман, мне моя близкая подруга говорила, что мой молодой человек меня недостоин, я должна от него уйти». Я от него ушла, она с ним жить начала. Абсолютно стандартная ситуация. То есть, если мы говорим о том, что кто-то, допустим, из вашего окружения, опять же, этот человек, если мы говорим о краднике, крадник не может сделать кто-то, кто не вхож в вашу жизнь. Это основное условие крадника. То есть, человек должен вас знать. Если мы говорим о рассорке, да, то есть там методов воздействия больше. Человек не должен обязательно вот все время присутствовать в вашей жизни. Так, здравствуйте, Привороту. Здравствуйте, Приворотом занималась, но теперь он женился на другой. Сейчас боюсь расплаты за все. Ну, смотрите, то есть, опять же, привороты, они тоже бывают разные. Ну, как бы я не поддерживаю, я говорю, таких действий. Но, опять же, тут такой момент немаловажный. Да? То есть, одно дело, к примеру, у вас были взаимоотношения, и вы просто хотели усилить эмоции этого человека к вам. Другое дело, когда вы, к примеру, влазили уже в те отношения, которые были с кем-то, и вы пытались их разрушить. Тут немножко разные степени тяжести. Ну что, друзья, почти, вот еще мне команда прислала.
Вот интересный вопрос. Моему бывшему мужу его первая жена трусы порезала спереди лезвием, потом зашивала грубыми черными нитками, а в доме у себя иконы лицом к стене переворачивали. Это очень жесткая привязка, то есть именно сексуальная привязка на то, чтобы она у него не выходила из головы раз, и чтобы у него не получалось с другими женщинами. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, у меня у брата и у сестры по одному ребенку, девочки. Все втроем в разводе. У всех нас троих появились проблемы с деторождением. Что это могло быть? Значит ли это, что это что-то родовое или другое? Так хочется наладить личную жизнь и родить ребенка. Скорее всего, Олесь, скорее всего, это что-то родовое, потому что не может быть такого, что это все вот одинаково у всех. Либо, второй момент, что тоже я не могу исключить как практик, еще есть, я говорю, что прям вот стопроцентную конкретику я вам дать не могу, но есть вероятность того, что в вашей семье, в родственниках, есть человек, это скорее всего человек, с которым у вас нет кровного родства. К примеру, вот сейчас скажу, там, допустим, жена двоюродного брата. Человек, который вошел в вашу семью, стал, грубо говоря, вашим родственником, но не имеет кровного родства. Вот у меня, по ощущениям, здесь вот такое самое основное подозрение. Ну что, друзья, я думаю, что эфир был хотя бы частично вам полезен. Я очень рад, что информация оказалась востребованной, и планирую в дальнейшем такие эфиры проводить на регулярной основе, там, по мере собственных возможностей. А со своей стороны я вам всем хочу искренне пожелать удачи, счастья в личной жизни, любви, достатка вам и вашим семьям. И увидимся с вами на следующих эфирах. Желаю вам всем удачи!